На что я снимаю свои видео для YouTube в 2024 году? Сейчас я вам покажу свою технику. Здесь представлено вообще все, что участвует в контенте, для создания контента. Друзья, самое основное, что я приобрел себе, первое, это камера. Но до камеры я снимал видео на обычный iPhone. По-моему, у меня был 7-й iPhone, насколько я помню. И первые видео, которые я снял, это были топы на моем канале. Они у меня залетели на 1,5 даже миллиона просмотров. Есть ролики, есть на 500 тысяч, есть на 200 тысяч. Использовал я просто обычный iPhone 7, и то для записи звука. Я себя не снимал, себя не показывал. Итак, вот моя камера. Это Sony Alpha 64-2.0. Самая такая бюджетная на тот момент, полупрофессиональная камера. Ее купил я, как я уже говорил, в Южной Корее. Она мне шла в комплекте вот с таким вот, точнее, вот с таким вот объективом Sony Kit 18-135 мм. Вот, диафрагма 3,5 до 5,6. В общем, это простенький объектив, он зум-объектив, вот он так выдвигается, можно что-то подснять. Его отлично использовать было для того, чтобы вообще учиться снимать на беззеркальные камеры. Вот, он у меня шел в комплекте. Ценник я укажу в видео непосредственно, сколько это все стоило. Вот, здесь сейчас стоит линза от фирмы Sigma 16 мм, 1,4 у нас диафрагма. Отличная линза, на нее сейчас снимаю большую часть своего контента, говорящую голову, прекрасно мылит фон, учитывая, что это кроп-камера, то есть здесь 16 мм превращается в 24 мм. Соответственно, поэтому я и взял такую широкую линзу. Вот. Собственно, про суфлер я чуть позже расскажу. Вот эта вот линза, это вторая моя линза, которую я купил после вот этой вот, после китовой. Это портретник, сколько он, 1,8 у него светосила, 50 мм портретник. Учитывая, что у меня кропнутая камера, это где-то 75 мм у меня получается. Вот, отличная дешевая линза фирмы Sony. Стоит она какие-то вообще небольших денег, но дает мыльную картинку, и с нее уже начал я какую-то уже такую творческую деятельность и как фотограф, и как человек, который снимает видео, да, хочет более качественную картинку за дешевый ценник. Еще хочу рассказать про эту камеру. Это то, что вообще это то, чего я ждал. Я работал в Корее, кто не знает, я работал там обычным работягой, работал на море, там занимался вообще всякой такой фигней. В общем, и эту камеру, когда я себе купил, я ее очень ждал. Я помню, что ко мне, когда пришел курьер с этой сумкой, я вот сейчас покажу видео, как я там снимал, как я распаковываю. Вау, наконец-то она пришла. Коробка, заветная коробка с нашими вещами, которые я ждал очень долго, неделю почти. Все эмоции натуральные. Эти эмоции это просто не передать. Это, я сразу же пошел снимать на эту камеру, взял, вот все распаковал, пойду такой сейчас, думаю, какую классную сделаю видос. И я понял, что в ней нет карты памяти, в ней нет своей памяти. И я так очень расстроился, потому что мне пришлось заказать новую карту памяти, точнее, единственную карту памяти. Вот, я ее ждал, помню, дольше, чем саму камеру, где-то дня 3-4 мне ее везли. И эти 3-4 дня просто сидел и не мог себе найти место, потому что у меня есть классная камера, я хочу снимать, и у меня не было такой возможности. Но зато, когда камера пришла, боже, я помню эти первые съемки, этот первый кайф, я реально кайфанул. Вот для меня это вообще так важно. Я поэтому всю эту технику покупаю, у меня достаточно она новая, я всегда обновляюсь, потому что это для меня приносит максимальное удовольствие, и это удовольствие я хочу переносить на экраны. Так, что, поехали дальше, что у нас еще идет? После линз мы, конечно, поговорим про звук. Вот начнем вот с
с вот этой штуки. Вообще я свои первые видео записывал, как я уже сказал, на iPhone 7, никакого микрофона у меня не было. Я даже не понимал, что нужно покупать отдельный микрофон. Мне казалось, можно записать звук на что угодно. Я помню, я даже какие-то песни там свои первые записывал на обычный микрофон телефона. И, конечно же, со временем, когда ты все это слушаешь до того, как ты начал в этом всем разбираться, тебе казалось все прекрасно. Но когда ты уже получил какой-то опыт, уже есть у тебя хороший определенный слух, связанный с твоим опытом, да, то ты уже понимаешь, что обычного микрофона телефона не хватает. И я приобрел такую замечательную петличку, она стоила в районе там 2000 рублей. Фирма Boya M1 Pro она называется. Прекрасная петличка, на нее я снял там больше 500, наверное, видео на 2 или на 3 своих YouTube каналах. Справлялась прекрасно. Единственный ее минус — это вот эти вот ужасные провода, которые нужно было как-то вот так вот под себя прятать. Они где-то все торчали. Я помню, у меня есть на канале видео, где мы снимали со своей женой в Турции видео. По-моему, оно называлось про старый город. Да, старый город есть в Анталии, такое место. И мы там ходили, вот я вот с этой петличкой, я помню, что я с ней так намучился, она у меня вечно вылазила, мне нужно было ее прятать, она, очень много проводов, короче, это безумно неудобно, но для говорящей головы дома, если вы только начинаете, я вам советую, прекрасная петличка, бюджетная версия. Дальше я приобрел вот такую вот замечательную петличку DJI Mic. Сейчас я вам ее покажу. Это чехол от нее. Вот она вот так идет. Здесь соответственно, здесь всякие кабели, здесь сама петличка и здесь приемник. Вот, соответственно, вот они вот так выглядят. Вот, замечательные петлички, я до сих пор на них пишу, одна из лучших, могу рекомендовать вообще всем, они стоят не так уж и дешево, но зато это того стоит. Вы ее взяли и забыли вообще в принципе про качество, про удобство. Сейчас, в данный момент я пишу на другую петличку, тоже от фирмы DJI, она шла уже с камерой DJI Osmo Pocket 3, на которой сейчас мы записываем этот видос. Я ее отдельно вам покажу, вот здесь вот сейчас видео будет. Да, вот так она выглядит, отличная камера, я сейчас только начинаю от нее снимать все свои влоги, и я уже удивляюсь, насколько она крутая. Так, и вот эта петличка, это, можно сказать, следующее поколение DJI Mic, второе уже поколение. Вот она так красиво выглядит, вообще прозрачная, сделана потрясающе. Вот первая еще раз версия, тоже замечательная, такая матовая штука, которая выглядит дорого-богато. Кстати, круто, что вот эта петличка пишет сразу в камеру, то есть мне не нужна вот эта вот штучка, то есть вот этот приемничек, да, на который идет отсюда сигнал сюда. Она сразу пишет в камеру, это очень удобно. Поэтому я ее использую пока для записи видео другого формата. Далее, что мы идем? Мои AirPods, я их использую для мониторинга звука. Я просто монтирую, вставляю, и никаких других наушников я не использую. AirPods, по-моему, 3 они. AirPods 3, да. Мне их подарила моя жена на день рождения, на Новый год. На Новый год подарила. Короче, вот. Кстати, жена сейчас снимает этот влог. Расскажу, пожалуй, про суфлера. Вот этот суфлер я его получил буквально недавно. Наверное, прошло сколько? Недельки-две с того момента, как я его получил. Что я могу рассказать про этот суфлер? Во-первых, его сделала фирма русских ребят, российские инженеры там придумали все это. Очень качественные материалы используют. Понятно, что собирается все это в Китае, да, но патент и разработка это русских ребят. Она называется, этот суфлер называется Pixire Mobus M. У него плюс в том, что у него магнитная поверхность, то есть я сюда кладу свой телефон, он уже магнитится сюда, там есть такая, в комплекте идет магнитик. И вот таким вот образом, просто вот смотрите, вот мой iPhone, я его вставляю и все. И он магнитится, видите, он никуда не девается. Как работает суфлер? Здесь текст в приложении отражается вот в эту часть, в это зеркало, которое идет внутри. И зеркало показывает вам текст. Вот эта линза, которая стоит, она не видит этот текст, потому что так устроено зеркало, вот это одностороннее. И поэтому вот суфлер так работает. Это потрясающий суфлер, он очень легкий, его удобно можно на любую линзу поставить, но очень удобно для тех, кто записывает говорящую голову, это must have. Так, следующее. Про звук я еще дополню. Вот такой вот у меня есть Blue Yeti микрофон. Я его взял
когда устроился работать на работу вот как раз-таки продюсером, ведущим, в общем, человеком, который отвечает за YouTube в одном стартапе. И вот я записывал на него очень много всяких интервью, разных видосов. Мне он, в принципе, нравится. Единственное, что он очень тяжелый, громоздкий. В последнее время я, наоборот, стал избавляться и использовать только легкую, удобную технику. В том числе эту камеру я купил. Я бы мог снимать, конечно, на эту камеру. Картинка была, может быть, даже более такая художественная. Но сейчас такое время, что чем проще, тем лучше. Чем мобильнее, тем легче снимать, тем круче. Вот такой вот микрофон. Тоже ценник здесь оставлю. Далее идем. Рассказываю вам про свой гимбал. Вообще, какая у него была история, почему я его приобрел. Что это такое? Это стабилизатор для камеры. Вы можете его ставить, вы можете, соответственно, цеплять сюда свою камеру, одевать, ну и, соответственно, плавная картинка, да. Для чего я его купил? Я, работал и до сих пор работаю видеографом, да, и какие-то проекты беру, которые мне интересны. И я его специально купил под один проект. Ко мне обратились ребята, они хотели приехать в Турцию и снять. Ко мне обратился парень, и он хотел снять предложение девушки. И так как у меня была камера, у меня, в принципе, был бюджет, и я понимал, что мне нужно ему сделать крутую работу, картинку, да, плавно, чтобы все красиво было, киношно. Поэтому я решил приобрести вот этот недорогой стабилизатор фирмы Feotech. Я, может быть, неправильно произнесу. В принципе, он работает отлично, я на него снял не один проект. Но использую редко, потому что очень громоздко. Сейчас в последнее время меньше снимаю на свою зеркалку, куда-то выходя, поэтому я его храню пока что. Так, это что такое? Это палка у меня. Я ее использую как вот сюда можно, в принципе, накрутить любое стандартное крепление. Можно закрепить камеру, можно закрепить свет, вспышку, что угодно. Вот она так вытаскивается. И, соответственно, можно это сделать на вытянутой руке. Да? Вот очень удобно. Много творческого потенциала появляется с этой штукой. Редко использую, но, допустим, пригодится еще. Что это такое? Это у меня отражатели света. Я в основном использовал для фотографий и, там те же превьюхи для YouTube, да, можно использовать, если вы на природе, где-то недостаточно света, красиво можно подсветить. Такой большой круг образовывается и отражает свет. В основном для фотографий. Дальше идем. Вспышка Godox V862S. Почему я эту вспышку взял? Тоже у меня была история. Я в Турции работал фотографом в одном проекте, да, там ребята занимались квизами, и мне нужно было давать более качественную картинку в слабо освещенном помещении. Я специально купил эту вспышку. Вот сейчас использую для каких-то миниатюр, для создания этих превьюх в YouTube. Вот использую, чтобы качественная была фотография, красивая, в слабо освещенном месте. Я использую эту вспышку. Далее, что у нас идет? На что-то нужно все скидывать, соответственно, свою информацию. Вот у меня такие два замечательных жестких диска. Этот я использую уже, наверное, больше 2 лет. Мне тоже жена его дарила. На 1 терабайт прекрасный жесткий диск фирмы Seagate. Seagate, да. На 1 терабайт. И вот этот я совсем недавно приобрел. Это уже на 4 терабайта, тоже фирмы Seagate. Потому что все это невероятно много места занимает. Все эти съемки нужно где-то что-то хранить. Так, о чем я еще не сказал. Типа аккумулятор, Powerbank, без него никуда. Куда-то путешествовать с собой обязательно 40 тысяч мАч. Фирма Romos. Мне нравится, отличный аккумулятор. Вот сама, соответственно, сумка под камеру, на которую мы сейчас снимаем. Я ее отдельно покупал. С этой камерой идет сумка в комплекте, но она мне не особо нравится. Это гораздо более прочная и надежная. Вот здесь всякие аксессуары хранятся, сама камера, микрофон. В общем, очень удобная вещь. Я ее вытащил, чтобы вам показать. На что монтирую? Естественно, свои ноутбуки. Это мой на 16 дюймов MacBook Pro M1.
Мне его хватает, я на нем все монтирую, вообще работаю, потрясающий ноутбук. Это ноутбук моей жены, MacBook на M2 Air. Отличный ноутбук, мобильный, пошел где-нибудь шорты сделать, даже смонтировать 4К видео, он тянет потрясающе. iPhone мой 13, надо уже менять, батарейка садится очень быстро, но на него я тоже много чего фотографирую, снимаю, там шорты какие-то, все делаю на iPhone. Вот, без айфона, как говорится, блогеры в основном используют iPhone, у них потрясающая камера. Мышка моя Magic Mouse, я не умею монтировать, соответственно, не умею монтировать на тачпаде, мне это неудобно. Я знаю, очень много есть монтажеров, креаторов, которые создают видео, просто используя тачпад. Я себе купил мышку, потому что без нее не умею. Мне очень неудобно. Так, здесь я, в принципе, все рассказал. Что это еще такое у нас? Аккумуляторы для Соньки специально несколько купил, чтобы, ну, соответственно, на съемку хватало. Да, это тоже must have. Дальше идем. Если вы даже купили себе супер крутую камеру, вы потратили кучу на нее денег, но если у вас нету хорошего света, она будет давать ужасную картинку. Поэтому свет — это очень важно. Этот свет у меня называется Godox LED P260C. Отличный свет, что-то в районе $300 он стоил. Основной мой свет, я им доволен. Все снимаю, все абсолютно видео, которые на моем канале выходят, те, которые в рамках моего дома, студии, да, я снимаю с этим светом. Это моя кольцевая лампа, мне ее дарила жена на Новый год. Тоже на первый наш Новый год совместный. Вот она подарила мне этот цвет. Я его тоже очень люблю. Я его часто использую, да и практически всегда его использую. Во-первых, он идет у меня как декоративный, но до того, как я купил Godox, это был мой основной свет. У него минус то, что это кольцевая лампа, он дает жесткий свет. Со временем ты понимаешь, что такое жесткий свет, мягкий свет. И вот эта штука, мы ее используем в основном как декоративный цветной свет на контур, чтобы красивый был контур какого-нибудь цвета. Поэтому эта тоже штука, я ее постоянно использую. Ну и мои штативы. На самом деле, этот штатив мне не так давно ребят подарили здесь уже в Аргентине. Я его использую для съемок шортсов. Видите, он поворачивается, сюда можно телефон поставить, также сюда можно и закрепить камеру. Ну и мой основной штатив, который я точно так же вместе с камерой купил, это мой штатив любимый, потому что он ни разу меня не подводил, он ни разу не съехался сам, не сломался, его не сдул ветер. Потрясающий штатив с алюминиевыми штуками этими. Вот. С ним я огонь и воду прошел. И, кстати, да, друзья, вот эта вся техника, это нажитое мной за долгие годы то, что мне конкретно нужно. Вот это все не обязательно, это не панацея для вас. Вы можете начать снимать видео на YouTube, используя просто обычный телефон. Для этого не нужна камера супердорогая, какие-то оптика, линзы, свет, звук. Это все впоследствии. Если вы хотите начать снимать свои первые видео, свои шорты для Instagram, достаточно просто камеры. Поверьте, я свои первые 1 миллион просмотров на YouTube получил, используя просто iPhone 7. Так, друзья, и еще хочу вам рассказать, это не особо техника, но вот эта штука я приобрел буквально пару дней назад. Для чего я ее приобрел? Во-первых, я записываю свой первый, и для меня это самый важный курс. Я хочу мотивировать людей, хочу людям внушить и доказать, что они могут очень многое, если поменяют свое мышление, если они будут действительно верить в свои силы. Иногда мы не верим в себя, и кто-то со стороны нас мотивирует, и мы приходим к своей цели. Я такой человек, что мне попадались на моем пути люди, которые меня по чуть-чуть мотивировали, и я пришел к тому, где я сейчас живу, чем я сейчас занимаюсь. И поэтому я снял свой первый курс, и эту доску я купил для того, чтобы снимать и объяснять вам более наглядно. Эта доска для меня вообще выполняет функции не только как что-то, да, для съемок, как реквизит, как удобная вещь, а я каждый день записываю свой план на день. Мы здесь выписываем с женой пункты, которые мы должны сделать за день. И это видео, как раз вот видите, здесь пункт съемка видеотехники, 31 марта. Мы сейчас дозаписываем это видео. Поэтому, если вы, например, не знаете, с чего начать, вы хотите работать в диджитал, то есть в онлайне, вы хотите переехать в какую-то другую страну, не хотите жить там, где вы живете, в какой-нибудь деревне, вы хотите
хотите смены обстановки, постоянно расти, ребята, я запускаю свой курс. Всю информацию вы найдете в описании под этим видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Для меня это очень важный ролик, потому что я поделился с вами всем тем, что я собирал долгие годы, что я использовал, что я на себе опробовал. Вся эта техника, я могу ее рекомендовать, потому что я использую я. И все, что я не использую, я не рекомендую, потому что это не работает, либо это просто ненужная вещь. Поэтому огромное спасибо, подписывайтесь, очень будет много контента. Всем пока!